Добрый вечер. Добрый вечер. Да, значит, глава Ваешев, книга Ваешев. У меня здесь есть 3 замечания, причем 2 из них достаточно давно я к этим выводам как-то пришел, вот хочу обсудить, а одно новое. Вот в комментариях в Плауте есть такой комментарий, что это именно комментарий, это не текст истории, что Яков обманул отца, и поэтому Тамара обманывает Ефуду. И все-таки я вот не могу с этим согласиться, понимаете, вот что это был такой уже обман, за который Всевышний, так сказать, воздает, как говорится, да, таким же обманом, что Тамара обманывает Ефуду. Почему? Потому что все-таки было же, опять же, слово Всевышнего, что вот этот маленький будет главенствовать над старшим. И вот, эта вот тема почему-то во всех комментариях, она все время тянется и все время обвиняют, что Яков обманул отца, и как-то вот такое ощущение, как будто бы это, понимаете, не было вот этого разговора Всевышнего с Рахилью, которая, так сказать, когда он сказал, что ты родишь там, и младший будет там главенствовать над старшим, да. Вот это первое мое замечание. Это не к тексту самому. А теперь я хочу... Рэбе, я не знаю, надо мне сейчас коротенько все рассказать про главу или просто сразу пойдем по этим... Сразу по вашим замечаниям. Да, То давайте есть по тогда тем мыслям, сразу. которые Да, пришли, да. да. Следующая вещь, так сказать, которую я вот еще давно для себя это отметил, а сейчас просто и записал. Смотрите, глава 37, статьи 34. Сейчас я ее найду и зачитаю. Это когда-то тоже, вот это давно пришло мне в голову. Сейчас. Вот оно. Но Израиль любил Иосифа больше всех своих сыновей, поскольку тот был сыном его старости, и сделал ему разноцветную одежду. Когда его братья увидели, что отец любит его больше всех братьев, они возненавидели его и не могли говорить с ним мирно. Вы знаете, это еще несколько лет тому назад я на это обратил внимание, что вот мой комментарий, и это может быть вот Тора здесь чему учит. Вот в семье не надо выделять кого-то из детей, понимаете? Вот не знаю, может быть, я не прав, но вот если идет откровенное выделение кого-то, да, тем более, что семья-то была большая, братьев было много, то тогда вот и возникают такие реакции. Вот, значит, и эти реакции, к чему они привели, это тоже мы знаем, да. Вот, и поэтому, может быть, здесь косвенная такая мысль, что все-таки вот будьте более сдержанными, так сказать, в проявлениях родительских чувств, да, прошу прощения. И, наконец, вот теперь я хотел бы еще одно замечание, это история Тамар. Смотрите, здесь есть, сама история, это весь, вся глава 38, с 1 по 30 посуки. Историю я не буду рассказывать, значит, вот история какая была. Женился, Ихуда взял жену по имени Тамар, да, он был неугоден Господу, этот сын, и он умер, потом по правилам, значит, следующий брат женился на Тамар, тоже умер. Теперь вроде бы, так сказать, третий Шева должен, значит, стать ее мужем. И вот тут вот есть даже и комментарий такой, что он отослал Тамар, иди поживи в доме своего отца, с тем, чтобы, в общем-то, не женить на ней. Да? А потом вот эта история развивается, когда
Ну да, и еще здесь такой комментарий есть, что если двое мужей умерли, то уже женщина считалась мало подходящей для брака. Вот. И вот я здесь вот о чем подумал. Смотрите, вот здесь может быть какая-то очень глубокая идея скрыта. Смотрите, Тамар ведь не просто хотела родить, понимаете? Она же могла, ну, условно говоря, живя в доме своего отца, там, завести себе кого-нибудь, так сказать. И мы знаем, опять же, из той же Торы такие вещи были. Она хотела продолжения рода этого, понимаете? И вот она пошла на этот обман, я не знаю, как это назвать, так сказать, так, чтобы привлечь к себе их худу, и, значит, ну и что, так сказать, дальше было? Дальше было, что она реально родила от него, значит, род продолжился, от Тамар, значит, дети. Вот, значит, и вот вопрос теперь, смотрите, тогда вопрос вот какой. И вот здесь вот по суке 26, когда, помните, это самое, он говорит, значит, она прислала эти вещи, да, которые он ей дал, там, печать, посох и так далее, он узнал их, и Худа говорит, что она праведнее меня, ибо не дал я ее своему сыну Шелю. И она родила. Вот теперь вопрос, можем ли мы ее осуждать за это? Вот здесь, читая этот раздел, мне показалось, что, может быть, нельзя ее осуждать, понимаете? То есть она, оставшись без двух мужей и уехав в дом своего отца, все-таки не пустилась во все тяжкие, так сказать, а вот и все-таки вот она, так сказать, добилась, пришла к тому, что вот продолжила род, значит, Якова, Иуда и так далее. Ну вот, собственно, вот эти мои комментарии. Вот. Хорошо, сейчас я попробую подобрать примеры на все три. Для этого мне нужно одну минуточку, мы прервемся. Я Ну, давайте. возьму, мне Тора нужна в руках, забыл приготовить. Сейчас найду. Давайте начнем с последнего, потому что у нас очень с последнего замечания вот о том, что Тамара, в общем-то, не обманывала. Тамар выполняла мицву. Тамар выполняла заповедь. И не будет у нее осуждений, никто не осуждает ее. Яков, строго говоря, не обманут. Он его вынуждает, это вот как бывает хороший друг. Хороший друг может тебе помочь, если ты чем-то пренебрегаешь, какой-то заповедью, будь то шаббат, будь то кашрут, будь то поведение, будь то молитва, будь то праздники. Но вот что-то ты делаешь, так сказать, вот спустя рукава, и друг может сделать тебе замечание и даже сказать тебе: пойдем вместе и сделаем вот так-то и так-то, чтобы тебе же было бы лучше, потому что ты выполнишь эту заповедь, и это будет твоя заслуга. И человек может послушаться, пойти и сделать, что и сделал Иуда.
Она ему сказала, что ты уклонился, он понял все событие, которое произошло, что она соблазнила его ради ливератного брака, и он говорил, он точно все сразу понял, что никакого распутства, никакого обмана там нет, она праведная, причем цветками мені праведнее, чем я. Он прямо так откровенно Так и и говорит. говорит, что он и говорит, что она права или не права, хотя цодек означает прав в том числе, но в данном случае это делает что-то правильно. И он говорит, она праведнее меня. То есть в данном случае он, во-первых, признает свою вину, слава Богу, он человек честный и в общем-то, правильный тоже, но вот немножечко с опозданием. Она его зовет туда, к выполнению мицвы, она его призывает, потому что не только для нее это важно, это для него важно, ведь это же его наследник, этот же ребенок, это предотвращение всех будущих, мы когда-то с вами обсуждали ливератный брак, это предотвращение всех будущих распри в семье. Потому что если есть прямой наследник, соответственно, он наследует, потом передает своим детям. А если нет, то люди начинают драться за наследование. Они начинают, так сказать, претендовать не всегда на то, что они имеют право. И в данном случае старший сын Иуды, вот семя какого человека восстанавливает Тамар. И да, и что у нас получается? Здесь вопрос о соблюдении, о послушании законам Торы. Иуда откровенно нарушает. В силу чего, не будем спрашивать. То ли ему правда кажется, что она приносит несчастье его детям, то ли какие-то предрассудки у него. Это не имеет значения. Он нарушает прямой закон Торы, закон о ливератном браке. Она ему помогает принять правильное решение и вернуться, что называется, вернуться к соблюдению законов. Мы знаем с вами, эта история упоминается через много-много лет после этого. Это история, описанная в Магеллат Рут, там, где Рут поступает таким же образом, немножко в другой ситуации, она не обманывает Боаза, она ему сразу говорит, что ты близкий родственник, намекая на то, что наш брак будет ливератным, и наш сын унаследует и поле, но он будет и твой сын, так, поэтому и твой, и мой сын унаследует поле своего, так сказать, родственника, который умер, не оставив детей. То есть у нас Рут и Тамар приводятся в тексте вместе, потому что там в конце будет упомянут сын Тамар, и сама история Тамар тоже упоминается. То есть проводится прямая параллель между Рут и Тамар. И вот если Тамара просто цветка, она просто праведная женщина, то Рут у нас удостаивается звания, невероятного звания Малхут. Она приравнивается в некотором смысле, конечно, очень так опосредованно, она приравнивается Аврааму. И Авраам впервые открыл для себя Бога, и она впервые открывает для себя Бога. Он пришел к этому имени и к исповеданию этой веры, и она приходит к этому имени, исповеданию веры. Он отец многих народов, Авраам отец многих народов, а она Малхут, она мать или праматерь царствующей династии. Малхут – это царство. И поэтому у нас завязывается несколько праведных человек, несколько праведных людей. Это Рут, это Боаз, это Тамар. И в конечном итоге даже тот, кто хотел, может быть, склонен был приступить закон ливератного брака, это сам Иуда, он тоже, так сказать,
примыкает к этой группе праведных людей, и, как мы знаем, он через некоторое время изменится настолько, что заслужит фактически, это нигде не описано, это нигде не говорится впрямую, но он заслуживает наследия в Израиле большое, большее, чем его старшие братья. Он заслуживает наследия. И мы с вами исповедуем иудаизм именно от его имени, там, где заложено слово «года», благодарность. И вот наша религия, которую мы ведем от имени Иуда, потому что потом это территория его, которую он наследует, называется Иуда. И это религия этой территории, но суть очень красивая, мы несколько раз тоже вспоминали об этом, суть очень красивая, что это религия благодарности. Мы благодарны за каждый день, который нам дается, мы благодарны, как мы вот скоро будем праздновать, за те чудеса, которые он для нас являет. Ну, в общем, это у нас такой букет появляется из очень правильных, праведных людей, которые между собой связаны такими невидимыми линиями. Поэтому нет, конечно, мы не должны рассматривать, что Тамар лукавит. Она не лукавит. Как есть, например, комментарий, что дочери Лота, несмотря на то, что они наоборот склонили, в данном случае наоборот, они склонили отца нарушить закон Торы, и в то же время часть комментаторов будет говорить о том, что они не думали, так сказать, греховные мысли. Они по ошибке думали, что они последние люди на земле, и они хотели продлить род человеческий. И думали, что это единственный способ, потому что вокруг никого больше не было. И поэтому им часть комментаторов говорят, что там вот Моав, который который произойдет от одной из дочерей Моава, это Миав, то есть это, в общем-то, грешный народ, потому что в грехе зачат, а с другой стороны комментаторы говорят о том, что девочки-то были праведные. Девочки поступать хотели не из похоти, а из соображений, в общем-то, богоугодных. Да, богоугодных. Но это другой случай. Это он все-таки негативную окраску имеет. А тут у нас позитивная окраска, потому что она Тамар заставляет Иуду выполнить заповедь. Он признает свою вину, выполняет эту заповедь, воспитывает потом сына Переца. И в конечном итоге вот вся эта ситуация заслуживает награды. Именно отсюда, от Иуды и Тамар, потом, через некоторое время, появится царская династия. Поэтому вот не совсем. Если комментаторы... Это не значит, что они не правы. Это их право высказывать свое мнение о том, что она его обманула, и это наказание ему за то, что он обманул. Но дело в том, что не только Тамар обманула Якова, а Лаван обманул Якова. И у нас есть выражение «мида кенегет мида». Имеется в виду, наказание должно быть равнозначным. Равнозначно проступку. Да, оно должно быть равнозначно. Наказание должно быть равнозначно поступку. И то, что Лаван мучил Якова, то, что он его обманывал, дал ему не ту сестру, там сначала старшую, потом младшую, за то, что он заставил его работать, хотел отобрать у него, менял овец. В общем, это такой большой обман, который, так сказать, с лихвой покрывает грех самого Якова за обман отца. И поэтому наказывать его до конца жизни, ну, то есть вот теперь и Тамар его, а потом еще кто-нибудь его обманет, ну, это так сказать, по-еврейски это все-таки было бы несправедливо. Он ответил за свой обман тем, что его Лаван, а Тамар другой окрас. Нет там обмана, а есть дружеская помощь. Пойдем и вместе сделаем заповедь, которой ты пренебрегаешь. Так что я не думаю, что здесь идет, отталкивается от обмана. Ну, наверное, в какой-то момент люди
Это же ведь комментаторы тоже люди, обыкновенные люди. Если комментатор Конечно, сам нет, был... это я Да, понимаю, конечно. нет, комментатор может быть сам обманутым человеком и затаил обиду вот на обман, и поэтому он видит везде наказание, наказание. Так бывает, это нормально. Теперь, если мы перейдем ко второму вопросу, то мы объединили Да, да, первый и первый и третий. третий. Вот. Тут вопрос вот какой. Первый, прежде всего, комментаторы говорят, за что, собственно говоря, почему Яков выделяет Йосефа, почему он его любит больше всех других. Ну и сам Яков это объясняет тем, что он дитя моей старости, то есть последний младший сын действительно чаще всего баловень в семье, все остальные уже более-менее стали на ноги благополучны, и родители вот сами уже теряя немножечко силу, они младших детей, так сказать, вот больше уделяют им внимания. Ну, то ли потому, что сами уже повзрослели достаточно, то ли по разным другим причинам, то ли это вот это последнее, другого не будет, хотя там будет Беньямин, ну вот как им кажется, другого не будет, и поэтому, значит, вот он действительно такой баловень. Мне очень нравится, мы как-то упоминали в одном из разговоров, мы упоминали о том, что мы любим больше всего то или тех, в кого мы вкладываем свои силы. Вот, да, Будь то кого наша больше работа, вкладывать. будь то книга, будь то, я не знаю, дом, который мы строим, будь то дети, которых мы воспитываем. И вот мне понравился один из комментариев, когда комментатор говорит, я сейчас не помню, по-моему, это чуть ли не Брешит Раба. Нет, это Рав Нехемия. Рав Нехемия говорит, что это уже раввин, который хорошо знает жизнь ешивы. Он сам учитель. И он по себе судит, правильно судит на самом деле. Ну, то есть это как раз он объясняет, иллюстрирует принцип, чем больше вкладываете, больше любим. И он говорит, что Яков учил, у нас нет там доказательств, только по комментариям мы знаем, что Яков учил, но там красивые, потом будут комментарии, как Йосеф, какие подарки он дает отцу, и как он намекает на то, что они вместе учили перед тем, как Йосеф исчез. То есть комментарии все будут о том, не может отец не учить ребенка Торе. Поэтому, значит, даже если в прямом тексте Торы не указано, что он учил его Торе, то, по крайней мере, значит, мы уверены, что он его Торе учил. Раби Нехемия говорит, он учил Йосефа основам традиции, больше, чем всех остальных братьев. То есть вот первые дети подрастали, все еще были заняты делами, я имею в виду, сам Яков был занят делами, а когда детки выросли, он отдал пастьбу своим старшим сыновьям, и у него освободилось время. И это время теперь он стал уделять больше тому, что он последнего сына учил, пока он маленький, эти уже работают, он сам не работает, и он его учит. И чем больше он дает ему Торы, тем драгоценней сам человек для него становится. И, конечно, у него и знаний было больше. Это, я говорю, мышление раввинов-комментаторов. У него и знаний больше. Сам человек становится более драгоценным, нежели его не очень. Он не успел много дать старшим братьям, они быстро пошли на работу помогать отцу, физически помогать отцу. И поэтому Йосеф был более образованным человеком, а значит, вот в еврейском понимании более полезным для общества. Потому что чем больше образованных людей в обществе, чем больше знатоков Торы, тем благополучнее само общество. Ну вот один из комментариев такой говорит, что отец Нет, любил его. Да.
Это-то как раз я понимаю, так сказать. Вот эту часть мы даже, по-моему, с вами обсуждали когда-то, что он действительно, именно потому, что он уже был в возрасте, так сказать, и любимая жена и так далее, он не мог действительно больше. Но у меня вдруг, когда я читал, знаете, вот такая вот картина сложилась, что почему в семье нельзя кого-то выделять? Потому что вот в Торе написано, братья возненавидели его. Понимаете, что в семье, чтобы такого не было, так сказать, ну, я еще раз говорю, это уже случившиеся события, мы не можем на них влиять как-то, но вот это вот какой-то вот такой сигнал о том, что надо вести себя. Ну, а то, что Иосиф был выдающийся человек, ну, это понятно, так сказать, из всего дальнейшего изложения. Да, Это да. был действительно выдающийся человек, и здесь и Ну, воспитание сработало, и значит, общение с отцом и так далее, и так далее. Конечно, это понятно, да. очень много комментаторов будут рассказывать о не совсем правильном, как говорит, отец испортил Йосефа, то есть мальчишка испорченный. И очень много комментариев будут говорить о том, что он и это делал, и так делал, и врал, там еще, там решит раба говорит, что он там накручивался, ну, придумывали разное, там, что каблуки носил. Это ничем не подтверждаемое. Но то, что характер-то был, в общем-то, не подарок, не самый лучший, то это его слова. То есть это из прямого текста мы можем сказать о том, что он обижал своих братьев. И там в тексте написано, что он приносил дурные вести о них. Но это одна история, это мы когда-нибудь еще раз возьмемся и поговорим об этом. Мне понравился другой подход, другой комментарий. Это идеи Эли Визеля. И он говорит, что может быть, ну, как всегда, у нас кто-то из комментаторов нападает на героя, кто-то его оправдывает. На Исава нападают, на Исава, и потом кто-то Исава оправдывает. На Якова нападает, кто-то оправдывает Якова. Ну, в общем, по-разному бывает. И в данном случае идея Эли Визеля, вот как он поворачивает проблему. Мне нравится такой перевертыш. Пурим получается. Он говорит, братья могли быть виноватыми в том, что Йосеф ведет себя так по отношению к ним. Он вел себя так по отношению к братьям от обиды. Ага. Отец любил Йосефа ведь не просто так еще. Одна из причин, почему он его любил, потому что он от Рахели. Да, конечно, А это Рахель он любил. любимая жена. А как могут относиться дети Аллеи, Бильги, Зильпы, как они могут относиться к тому, что их матерей он игнорирует, если вдруг показывается Рахель? Конечно, это ревность. И они возненавидели, как написано в 37 главе, они возненавидели его, и непонятно, то ли потому, что отец любил его, то ли потому, что отец любил мать его. И тогда получается, что братья могли сами сделать его, то есть Йосефа, аутсайдером, как только он родился от матери, как только отец стал опекать больше Рахель, он обрадовался, что у него от Рахели ребенок, как только он стал к ребенку лучше относиться, они увидели разницу между его матерью и своей матерью Йосефа, и они сделали его аутсайдерами. И вот из-за Рахели, которую Яков любил больше, и Элевизор говорит, что может быть, ну тут нет слова «может быть», он пытался говорить с братьями, то есть наладить контакт. И дальше такое, но братья отворачивались от него и игнорировали. Вот ревность детей за своих матерей, потому что Яков уже тогда, еще в самые первые свои, вот, так сказать, ситуации, когда он оказался, он уже тогда любил Рахель больше, чем Лея. И это очень могло обидеть, это очень могло задеть всех, кто
не сын Рахели. Да, конечно, И это они, правда. они, они его спровоцировали, и он, когда, вы не представляете себе, я, так сказать, в детском саду воспитывался, в таком недельном детском саду, и все детские отношения, в общем-то, понятны, видны, и вдруг какой-то вот ребенок, я знаю, там у нас Володя был, там, ну, немножко он был не совсем благополучный ребенок по здоровью, ментально в том числе. И я помню, что он был изгоем. Он был изгоем, его не принимали, дети не играли с ним. Каким он может вырасти? Только обиженным. А из обиды он может делать пакости. Это Ну, понятно. То есть это даже вот на таком простом детском уровне понятно. И тут в Священном Писании приводится нам такой пример и урок на сегодняшний день. Да, вы можете разбирать Иосифа сколько угодно, правильно, неправильно он сделал, но спросите, почему он мог это сделать, и вы увидите, что они его спровоцировали, могли спровоцировать. Тоже в прямом тексте нет. В прямом тексте просто слово «возненавидели». Но я хочу здесь сразу сказать, что это немножко другая ситуация. Все-таки Йосеф и по последующим событиям это видно, что он на голову возвышался, если не на 10 голов над братьями, по своему интеллекту, по своим способностям и так далее. И, конечно, опять же, представляю себе вот эти клановые отношения, понимаете, когда все вместе, и вдруг вот один как-то вот возвышается, а ему тоже было обидно, так сказать, они к нему плохо относятся, но он тоже начинал про них что-то говорить. Это вот, понимаете, вот то, что он доносил, там говорят и так далее. О, да, Это, да. это тоже обида, понимаете, это именно потому, что он вот выше, так сказать, их намного интеллектуально, да, вот оттуда и шло это, понимаете. Я Такое понимаю. взаимное такое вот, отторжение, что ли, я не знаю, как это назвать. Вот, но здесь есть еще один позитивный момент. Ну, я не знаю, можно ли это, ну, момент, конечно, позитивный, но я хочу сказать, что когда они хотели его убить, значит, братья, да, помните, Иуда сказал: "Не надо, давайте в ров сбросим", а потом Ревен сказал: "Давайте продадим, чтобы не было на нас его крови", так сказать. Все-таки братья тоже воспитывались, в общем-то, ну, как бы сказать, в правильном ключе, понимаете? Да, мы можем предположить, что да, у них знания были. Но опять-таки урок. Если мы говорим, например, комментаторы, очень многие пытаются найти вот черты характера, за что братья могли его возненавидеть. И одна из этих черт это то, что вы сейчас вот только что упомянули, высокомерие, прошу прощения, это тоже урок, опять-таки говорит, что если человек обладает интеллектуальными знаниями, он больше, предположим, у него продвинулся в каком-то духовном, предположим, развитии, талант у него просто больше, чем у всех средних, так сказать, его братьев. И в то же время он должен так его употреблять, он не должен быть высокомерным, он должен так этот талант проявлять, чтобы не обидеть, не стать бесчувственным по отношению к ним. Если обида на обиду, тут понятно, психологически уже трудно разорвать эту цепочку. Но если просто черта характера высокомерия, и человек то проявляет себя по отношению к другим высокомерно. У нас есть несколько заповедей, которые Да, пытаются предотвратить такое поведение, да. то в данном случае это ошибка. Это ошибка характера Йосефа. Это ошибка Ну, характера Йосефа. это Он ведет сложная себя не штука. как взрослый человек. Так Это ведут себя мальчишки. Это Ну, сложная штука, ребят. да, Знаете, я да. вам, по-моему, эту историю рассказывал, когда меня пригласили в Кембридже рукописи Ньютона посмотреть. М, Рассказывал, нет? Нет, нет. Но Ну я история, представляю себе. да, но я все время говорю, я просто, когда был на втором курсе, или даже на первом, я попытался
одну из теорем Ньютона, которая, так сказать, сегодня доказывается, ну, в общем, достаточно современными техническими средствами, достаточно просто. Я попытался его доказательства понять. Вы знаете, я сломал голову, но понял, правда, так сказать. Но с тех пор я говорю, что если мне скажут, что он был инопланетянин, я поверю. По отношению к другим никому у меня такого Да, ощущения нет. И вот меня, значит, в Кембридже, зная мое это отношение к Ньютону, пригласили туда, в Рен Лайбрери, подводят, значит, к столу, где, знаете, вот такие столы накрытые бывают в музеях, так сказать, поднимают крышку и что-то поднимают, типа альбома, и дают мне. Я спрашиваю, что это такое? Мне говорят, рукописи Ньютона. Вы знаете, я отпрянул. Мне говорят, ничего, ничего, можешь взять. Я взял и, знаете, с трепетом таким смотрел. И вот все время про Ньютона говорили, что он немножко псих, немножко, так сказать, такой вот неадекватный. Вот глядя на его почерк, я понял, что он не был психом просто. Он был действительно гений. А гений это что такое? Он один раз говорит, его не понимают, второй раз говорит, не понимает, но на третий раз он начинает взрываться, так сказать, и после чего идет, так сказать, вот эта самая история, что он высокомерен, псих и так далее. Понимаете? Вот да, я да, думаю, я что понимаю. СФ это вот первый пример или один из первых примеров такого вот Чудный. возвышения интеллектуального, так сказать, над остальными, Да. которые другие, не то, что они просто изначально ненавидят интеллект, а просто они разницу эту оценить не могут, понимаете? Понятно. Вот. Очень хороший пример. Спасибо большое. Ну, наверное, мы тогда на Спасибо вам. сегодня закончим Да, и спасибо большое. перейдем в следующий раз, уже будем Да, следующую главу обсуждать. Спасибо огромное. спасибо.